Глава 2156. Возрождение дьявольской тени. Несмотря на то, что Хань Ли недавно вернулся из царства старших дьяволов, Мо Цзиньли даже не рассматривал возможность того, что Хань Ли сумел войти в пруд очищения духа. В конце концов, бесчисленные могущественные существа из разных миров отправились в царство старших дьяволов в поисках пруда очищения духа и лотоса чистого духа, но едва ли кому-то из них это удалось. Хань Ли действительно был исключительным гением среди представителей человеческой и демонической рас, но, возможно, он не был таким уж особенным, когда дело касалось чудес других миров. Однако Мо Цзиньли отлично понимал, что Хань Ли не был обычным культиватором поздней стадии интеграции тела. Его физическое тело и духовные чувства были практически такими же мощными, как у среднего священного предка, и после того, как он развязал свою вторую трансформацию нирваны, он мог даже сравниться со священным предком в бою. Вдобавок ко всему, все высокоуровневые дьявольские существа находились в смятении перед лицом невзгод царства старших дьяволов, поэтому никто из них не мог сосредоточиться на том, чтобы остановить Хань Ли и остальных. В противном случае потребовалось бы всего несколько священных предков, чтобы обратить на них какое-то внимание, и у них не было бы никакой возможности добраться до моря дьявольского происхождения. Это действительно фантастическая новость. Учитывая блестящие способности уважаемого Даоса Ханя и эффекты пруда очищения духа и лотоса чистого духа, существует как минимум 40% шанс, что он сможет перейти на стадию Великого Вознесения с помощью нашей безоговорочной помощи. Сказал Мо Цзиньли с горящими глазами. Он культиватор из вашей человеческой расы, почему я должен оказывать ему безоговорочную помощь? Патриарх Хося холодно хмыкнул. Наши человеческие расы и демонические расы представляют собой единое целое в духовном царстве. Если уважаемый Даос Хань сможет перейти на стадию Великого Вознесения, он будет мощным сторонником вашей расы демонов на десятки тысяч лет вперед. Так зачем же настаивать о различии между нашими двумя расами? Если бы кто-то из вашей расы демонов надеялся перейти на стадию Великого Вознесения, я бы также предложил ему свою безоговорочную помощь, ответил Мо Цзиньли. Это обещание, старик Мо? Спросил патриарх Хося с легкой улыбкой на лице. Конечно. Подождите, вы хотите сказать, что есть кто-то из вашей расы демонов, у которого есть шанс перейти на стадию Великого Вознесения? Спросил Мо Цзиньли с ошеломленным выражением лица. Хе-хе, вы уже встречались с моей внучкой несколько раз, но знаете ли вы, что она обладает телосложением семизвездной Луны? Если она сможет перейти на позднюю стадию интеграции тела, ее шансы стать существом стадии Великого Вознесения будут лишь немного меньше, чем у уважаемого Даоса Ханя, но разницы определенно не будет, с гордостью сказал патриарх Хося, указывая на серебряную Луну. Линь Луань обладает телосложением семизвездной Луны. Почему ты не сказал мне об этом раньше? Ты мне не доверяешь? Спросил Мо Цзиньли с удивленным выражением лица, повернувшись к серебряной Луне. Конечно, я доверяю тебе. Просто Линер не родилась с таким телосложением, и она только недавно пробудила его. Поэтому я определенно не держал это намеренно от тебя в секрете, объяснил патриарх Ося. Даже в этом случае я могу сказать, что ты явно что-то замышляешь, раскрывая это в сочетании со всеми этими хорошими новостями об уважаемом Даосе Хане, недовольно хмыкнул Мо Цзиньли. Вы правы. Лин Кэр обладает телосложением семизвездной Луны, но у нее возникли некоторые проблемы в ее развитии, и мне потребуется ваша помощь, чтобы решить эту проблему, вздохнул патриарх Ося. В чем проблема? Я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь вам, немедленно ответил Мо Цзиньли. Патриарх Хося кивнул в ответ, прежде чем его губы начали беззвучно дрожать, когда он передавал свой голос Мо Цзиньли вместо того, чтобы говорить напрямую с ним. Мо Цзиньли внимательно слушал то, что говорил Ося, и со временем на его лице появилось мрачное выражение. После завершения голосовой передачи Ося Мо Цзиньли на мгновение колебался, прежде чем принять решение. «Я понимаю. Я дам вам все, о чем вы просили. Однако, если уважаемому Даосу Ханю потребуется что-то для его будущего прорыва на стадию Великого Вознесения, вы также должны сделать все возможное, чтобы удовлетворить и эти потребности. Конечно. Независимо от того, сможет ли уважаемый Даос Хань или Линер перейти на стадию Великого Вознесения, у наших человеческих и демонических рас будет дополнительная могущественная поддержка, ответил с улыбкой патриарх Ося. Спасибо за вашу доброту, старшие, но я не настолько уверен в своей способности перейти на стадию Великого Вознесения, и я не хочу разочаровывать вас, если я потерплю неудачу, внезапно вмешался Хань Ли. Кто может сказать, что они абсолютно уверены в своей способности успешно перейти на стадию Великого Вознесения? Когда я совершил прорыв, это было в основном благодаря удаче. В то время у меня было несколько хороших друзей, которые обладали превосходными способностями, которые намного превышали мои. Но я был единственным, кому это удалось. Так что на самом деле нет необходимости оказывать на себя какое-либо давление, уважаемый Даос Хань успокоил Мо Цзиньли. Действительно.
Мы оба готовы помочь вам, потому что среди наших двух рас нет никого с большим шансом перейти на стадию Великого Вознесения, и это всегда было соглашением. Всякий раз, когда среди наших двух рас кто-то на стадии Великого Вознесения подходит к концу своей жизни, они обязаны собрать ресурсы внутри своей расы, чтобы воспитать самые яркие таланты следующего поколения. Мы не единственные, кто делает это. Те, кто на Священном острове, тоже делают то же самое, и это одна из причин, по которой Священный остров был основан. Однако по сравнению с теми культиваторами на Священном острове мы более уверены в вас. Если бы не особый характер вашей ситуации, вас, скорее всего, уже давно пригласили бы на Священный остров. Даже сейчас, если вы хотите совершенствоваться на Священном острове, мы можем отправить вас туда, объяснил патриарх Осяа. Я не знал, что на Священном острове есть такая обязанность. Я привык заниматься самосовершенствованием самостоятельно, поэтому пока не поеду на Священный остров. Возможно, я нанесу визит на Священный остров, когда я получу шанс сделать это в будущем, быстро решил Хань Ли. Хорошо, в таком случае мы, естественно, не будем форсировать этот вопрос. Кстати, я хотел спросить тебя еще кое о чем. Патриарх длинной семьи и эта девушка из семьи Е оба погибли в царстве старших дьяволов. Спросил Мо Цзиньли с серьезным выражением лица. Они действительно погибли в царстве старших дьяволов, ответил Хань Ли. Это очень печально. Длинная семья и семья Е — две самые могущественные семьи истинных духов, поэтому их смерть, скорее всего, очень серьезно повлияет на семьи истинных духов и нашу человеческую расу. Правда, сказав это, я понял, что как только брат Се восстановит свои силы, его будет более чем достаточно, чтобы восполнить эту потерю. Сначала в глазах Мо Цзиньли появилось унылое выражение, но затем оно сменилось надеждой и волнением, когда он бросил взгляд на Даоса Се. Культиваторы высокого уровня из истинных духовных семей действительно более могущественны, чем обычные высококлассные культиваторы того же калибра. Но аналогичным образом, высококлассным культиваторам намного труднее выйти из этих истинных духовных семей. Поэтому, если вы спросите меня, нет необходимости обращать на них слишком много внимания, пренебрежительно сказал патриарх Осяа. Я позволю себе не согласиться. У истинных духовных семей могут быть свои заблуждения, но дело в том, что они имеют связи с древними истинными духовными существами. Существа на стадии интеграции тела, которые выходят из этих семей, очень грозны, поэтому я думаю, что мы можем по-прежнему рассчитывать на то, что они поддержат наши две расы в будущем, парировал Мо Цзиньли, покачав головой. Это может быть правдой. Но если вы спросите меня, истинные духовные семьи далеко не так ценны, как высшие ветви нашей расы демонов. В конце концов, из этих ветвей появилось гораздо больше существ на стадии интеграции тела, чем в истинных духовных семьях, сказал патриарх Осяа с холодной улыбкой. Высшие ветви вашей расы демонов действительно производят гораздо больше талантов, чем истинные семьи духов, но сейчас нет смысла обсуждать это. Я надеялся, что кто-то вернулся из царства старших дьяволов, кроме уважаемого Даоса Ханя, но, похоже, я был слишком оптимистичен, печально сказал Мо Цзиньли, нахмурив брови. Людей не хватает. Объединенная армия что-то замышляет. Спросил патриарх Осяа. Племя Лиса в настоящее время готовит план контратаки на дьявольскую армию, и оно получило поддержку от уважаемого Даоса Санга из племени Якша. Они надеются, что этот план позволит им вернуть всю утраченную территорию за один раз, Мо Цзиньли ответил с мрачным выражением лица. Они сошли с ума. Если бы утраченную территорию было так легко вернуть, мы бы уже давно это сделали. Если оставить пока в стороне деревянное племя, старик Санг сошел с ума? Вы не возражали против этого плана. Патриарх Осяа, услышав это, сразу же вспыхнул яростью. Примерно через полгода после того, как вы покинули объединенную армию, произошло новое событие, и если бы вы знали об этом, возможно, сейчас у вас было бы другое мнение. 3 месяца назад мы получили новости о том, что раса старших дьяволов внезапно прислала огромное количество войск на территории всех наших рас. Без нас, существ в стадии Великого Вознесения, ситуация ухудшилась, поэтому мы должны как можно скорее позаботиться о делах племени Лиса. «Я не могу позволить себе просто держаться и ждать, пока наши два царства разделятся», сказал Мо Цзиньли с мрачным выражением лица. Что? Царство старших дьяволов послало новые войска в наше царство духов? Вы проверили эту новость? Это не блеф, не так ли? Выражение лица патриарха Осяа значительно потемнело, когда он услышал это. Я связался со Святым островом, чтобы проверить это, и мне сказали, что эта новость не только подлинна, но даже были клоны 3 дьявольских патриархов, замеченные в новом дьявольском подкреплении. Однако мы не знаем, собирается ли настоящее тело кого-либо из дьявольских патриархов спустился в наше царство духов, ответил Мо Цзиньли с кривой улыбкой. Патриарх Осяа сразу сказал. Это невозможно. Обычные священные предки могут войти в наше царство духов, но дьявольские патриархи не смогут сделать то же самое.
Все, что мы создавали все эти годы, было подготовлено именно для того, чтобы предотвратить это. Глава 2157. Формирование 36 крайностей лесного царства. Это действительно так. Но кто знает, не придумали ли дьявольские существа какой-то непредвиденный способ обойти нашу установку? Если истинным телам патриархов удастся спуститься в наше царство, пока нас нет, тогда две наши расы будут уничтожены, обеспокоенным голосом описал ужасную ситуацию Мо Цзиньли. Сказанное невероятно потрясло патриарх Осяа. Он долго не мог прийти в себя. Наконец, после долгой паузы патриарх Осяа кивнул в знак согласия и хрипло проговорил. В таком случае нам действительно следует проявлять больше осторожности. Похоже, нам придется вернуться к нашим гонкам как можно скорее. Старшие, я не думаю, что есть большой шанс, что все патриархи смогут спуститься в наше царство. Даже если им удастся это сделать, скорее всего, это будет только один или два из трех, неожиданно вставил Хань Ли. Услышав это, Мо Цзиньли слегка запнулся, прежде чем его глаза тут же загорелись. Он тут же заинтересованно спросил. «А, похоже, ты знаешь что-то, чего не знаем мы, уважаемый Даос Хань? Ты только что вернулся из царства старших дьяволов, и есть ли какая-то информация, которой ты хотел бы поделиться с нами?» Хань Ли на мгновение остановился. Он спокойно посмотрел на собеседников, как бы взвешивая то, что хотел сказать. Затем он осторожно спросил. «Старшие, вы слышали о скорби царства старших дьяволов?» «Скорбь царства старших дьяволов». «Мы действительно слышали об этом, но у нас не было возможности собрать какую-либо подробную информацию», ответил патриарх Осяа, слегка сузив глаза. «Действительно, когда я отправился в царство старших дьяволов, я тоже слышал об этом от дьявольского лорда. Но кажется, что только священные предки знают всю историю. Удалось ли вам узнать об этом больше информации, уважаемый Даос Хань?» спросил Мо Цзиньли нетерпеливым голосом. «Мне действительно удалось собрать некоторую информацию об этом бедствии. Вы слышали о королеве Стимбареров?» спросил Хань Ли, когда на его лице появилось серьезное выражение. «Королева Стимбареров. Я не помню, чтобы когда-либо слышал этот термин. Вы знаете что-нибудь об этом, уважаемый Даосо?» Мо Цзиньли ответил с озадаченным выражением лица. Звучит довольно знакомо. Кажется, я слышал об этом очень давно, но прошло слишком много времени, и я не могу вспомнить точные детали, ответил патриарх Осяа, слегка нахмурив брови. Неудивительно, что вы не слышали о королеве Стимбареров старшие. Это королева насекомых, которую запечатали истинные бессмертные еще в древние времена, поэтому очень мало людей в настоящее время знают о ней, ответил Хань Ли с улыбкой. Ах да, теперь я вспомнил. Королева Стимбареров — это древнее насекомое, которое, как говорят, способно пожирать целые миры, верно? Может ли быть так, что она находится в центре бедствий, с которыми сталкивается царство старших дьяволов? Лицо патриарха Осяа слегка побледнело, когда он говорил. «Погодите. Что вы такое говорите? Насекомое, способное пожирать миры? Что это за насекомое? Разве это не сделало бы его еще более ужасающим, чем настоящие духи?» Выражение лица Мо Цзиньли также значительно изменилось, когда он услышал это. Истинные духи просто несопоставимы с этой штукой. В древние времена эта королева насекомых поглотила несколько могущественных истинных духов. Я услышал об этом, путешествуя по другому континенту, прежде чем достичь стадии Великого Вознесения, и, по-видимому, королева Стимбареров родилась. Патриарх Осяа с мрачным выражением лица начал рассказывать предысторию королевы Стимбареров, и содержание истории было во многом таким же, как то, что Хань Ли слышал от фиолетового духа. Единственная разница заключалась в том, что, согласно тому, что слышал Осяа, королева Стимбареров исчезла после битвы с истинными бессмертными, и никакая печать не упоминалась. Выражение лица Мо Цзиньли потемнело еще больше, когда он услышал это. Скорбь царства старших дьяволов действительно связана с этим насекомым. Согласно информации, которую мне дали, королева Стимбареров была запечатана в определенной части царства старших дьяволов. Она не так давно проснулась и начала атаковать печать. Большая часть сил царства старших дьяволов была сосредоточена на ее сдерживании, поэтому я думаю, что существует очень небольшой шанс, что все три дьявольских патриарха снизойдут в наше царство духов, сказал Хань Ли. Если эта королева насекомых действительно пробудилась, то царство старших дьяволов не единственное, что попало в беду. Эта угроза гораздо масштабнее, чем мы можем себе представить. Многие миры могут быть запросто поглощены. Даже наше царство духов может в конечном итоге быть уничтожено этой штукой. С дрожью пробормотал патриарх Осяа, погружаясь в глубокие размышления. Эта информация проверена, уважаемый Даос Хань. Можете ли вы поручиться за ее подлинность?
Осторожно спросил Мо Цзиньли. Информация поступила из надежного источника, и я на 80% уверен, что это правда, ответил Хань Ли. В таком случае, скорее всего, это правда, обреченным тоном сказал Мо Цзиньли и тут же добавил. Но в качестве меры предосторожности нам придется послать кого-нибудь в царство старших дьяволов для проверки. Что ты думаешь, брато? Патриарх Хосяа был погружен в невеселые размышления и, казалось, не слышал вопроса. Но через несколько секунд он все же очнулся и медленно проговорил. Это очень важный вопрос. Поэтому действительно необходимо послать кого-нибудь, чтобы проверить сложившуюся ситуацию. Я немедленно пошлю своего верного подчиненного, чтобы он расследовал этот вопрос. Если это действительно правда, то имеет смысл, что дьявольские существа так отчаянно пытались претендовать на какую-то территорию в царстве духов. Они, должно быть, делают это, чтобы массово мигрировать в наше царство духов, как только королева Стимбареров вырвется из-под своей печати, сказал патриарх Хосяа с холодным выражением лица. Судя по количеству дьявольских существ, появившихся в нашем духовном царстве, 3 дьявольских патриарха явно не отказались от сдерживания королевы Стимбареров. В противном случае, в этот момент в наше духовное царство влилось бы больше сил. Следовательно, я могу предполагать, что их план по завоеванию наших рас всего лишь запасной вариант, задумчиво сказал Мо Цзиньли. Говоря это, надо заметить, что в наших расах появилось больше дьявольских подкреплений. Это позволяет предположить, что дьявольские существа изо всех сил пытаются удержать королеву Стимбареров. А это означает, что мы должны вернуться к нашим расам как можно скорее. В противном случае, если дьявольские существа перейдут большинством их сил в наше духовное царство, то даже все наши расы вместе взятые, скорее всего, не смогут им противостоять. Поэтому нам придется подумать о другой стратегии, мрачным голосом сказал патриарх Хосяа. О чем тут думать? Этот вопрос касается королевы Стимбареров, поэтому не только нам придется его решать. Если мы опубликуем эту информацию, я уверен, что все остальные существа стадии Великого Вознесения по всему нашему духовному царству присоединятся к нам, с улыбкой ответил Мо Цзиньли. Глаза патриарха Хосяа тут же загорелись, и он воскликнул. Это фантастическая идея. Но перед этим мы должны убедиться, что информация о грядущем прорыве королевы Стимбареров действительно правдива. Вдобавок ко всему, мы не можем просто отказаться от племени Лиса и вернуться к нашим расам в этой нынешней ситуации. В противном случае альянс, который мы так старательно строили, скорее всего, мгновенно рухнет, и это сделает племя Лиса легкой добычей для дьявольской армии, сказал Мо Цзиньли задумчивым голосом. В таком случае мы выполним просьбу племени Лиса и сразимся с дьявольской армией. Мы нанесем дьявольской армии столько урона, сколько сможем, и после этого у нас будет повод вернуться к нашим проблемам. Возможно, что старика Санга будет также смотреть на ситуацию. Он единственный из расы Якша, находящийся на стадии Великого Вознесения. Я уверен, что он тоже беспокоится о своей расе. За это время мы проверим информацию о королеве Стимбареров. А пока, если дьявольская армия действительно начнет большую атаку, нам придется спасать, прежде чем мы сможем сделать что-нибудь еще, решил патриарх Хосяа. Хорошо, мы сделаем, как вы говорите, уважаемый Даосо. В этой битве поражение недопустимо. Поэтому нам придется позаимствовать силы уважаемого Даоса Ханя и уважаемого брата Се. Но как только битва завершится, вы можете немедленно возвращаться к нашей человеческой расе, уважаемый Даос Хань. Я вижу, что ваша магическая сила гораздо более многочисленна, чем у среднего культиватора поздней стадии интеграции тела, так что у вас будет приличный шанс однажды перейти на стадию Великого Вознесения. Поэтому сейчас вы уходите в уединение. То же самое относится и к младшей джуниору Линь Луань, заключил Мо Цзиньли. Патриарх Хосяа кивнул в ответ, и Хань Ли также согласился с этой договоренностью. Пока ни одно из истинных тел дьявольских патриархов не спустилось на территорию племени Лиса, ему нечего было бояться. После того, как эта договоренность была достигнута, патриарху Хосяа внезапно пришла в голову мысль, и он сказал. Племя Лиса предложило контратаку, поэтому они должны иметь поддержку не только от старика Санга. Вы оставались в этом городе все это время. Вы что-нибудь слышали, уважаемый Даос Мо? Да. С прибытием дьявольского подкрепления великий старейшина племени Лиса, похоже, осознал, что не сможет удерживать нас здесь долго. Поэтому он принял решение вывести всех 36 резервных святых деревьев племени Лиса. С помощью этих деревьев он собирается создать формирование 36 крайностей лесного царства для последней битвы с дьявольской армией. Если бы мы объединили свои силы с Сангхай и получили бы это формирование, чтобы помочь нам, то вероятность того, что мы сможем выиграть эту битву, должна составлять не менее 70%, ответил Мо Цзиньли. Я слышал о формировании 36 крайностей лесного царства. Говорят, что это формация, которая имитирует способность области глубокого небесного духа царства истинного бессмертного.
Судя по всему, она обладает достаточной силой, чтобы убивать даже существ в стадии Великого Вознесения, но племя Лиса ни разу не использовало ее, поэтому никто не знает, правда это или нет, сказал патриарх Осяа. Хехе, в любом случае, тот факт, что племя Лиса готово принести эти 36 запасных священных деревьев, указывает на то, что они делают последний бросок костей. Если мы сможем воспользоваться этим и нанести дьявольской армии тяжелый удар, то сможем выиграть больше времени для наших подготовительных маневров, ответил Мо Цзиньли с беспечной улыбкой. Что ж, это правда, кивнул в ответ патриарх Осяа. Глава 2158. Миссия. После этого патриарх Осяа и Мо Цзиньли начали обсуждать некоторые более мелкие детали подготовки к битве с дьявольской армией. В это время они время от времени спрашивали мнение Хань Ли, явно пытаясь вовлечь его в дискуссию. Хань Ли осознавал, что не может сравниться с этими двумя существами стадии Великого Вознесения, когда дело доходит до тактической проницательности в битвах, затрагивающих несколько раз, поэтому он не взял на себя инициативу вмешаться и высказал свое мнение только тогда, когда его об этом попросили. Дао Се и Серебряная Луна тоже были в зале, но оба они были совершенно бесстрастны и молчаливы. Что касается Чжу Гоэр, то она послушно стояла в стороне. Таким образом, время шло медленно, и Хань Ли оставался в пещере Мо Цзиньли почти полдня, прежде чем дискуссия наконец подошла к завершению. Патриарх Хосяа первым ушел с Серебряной Луной, а Мо Цзиньли и Хань Ли еще некоторое время болтали, прежде чем первый вызвал одного из своих учеников, чтобы тот организовал временное место для проживания Хань Ли. Ученик, естественно, уважительно сделал то, что ему было сказано, установив павильон на ветке гигантского дерева менее чем в 10 километрах от пещерного жилища Мо Цзиньли. Духовная ци здесь была далеко не такой обильной, как в пещерном жилище Мо Цзиньли, но она все же была намного лучше, чем где-либо еще в городе хлопкового дерева, поэтому Хань Ли был вполне доволен этим и переехал к Даосусе и Чжугуэр. Следующие полмесяца прошли без происшествий, и Хань Ли оставался в секретной комнате своего павильона, совершенствуя секретную технику духовного чувства, данную ему патриархом Мосяа. Однако это был первый раз, когда Чжугуэр была в городе Царства Духов, и она почти каждый день выходила исследовать город. Ей каким-то образом удалось убедить Дао Се сопровождать ее в длительных поездках по городу, поэтому Хань Ли вообще не беспокоился о ее безопасности. Однако из того, что Чжугуэр рассказывала ему после того, как она вернулась со своих ежедневных прогулок, Хань Ли мог ясно чувствовать, что армия в городе хлопкового дерева находилась в очень напряженном состоянии. Казалось, что высшие представители всех рас все-таки приняли решение сразиться с дьявольской армией. В этом случае было ясно, что эти дни без происшествий не продлятся долго. И действительно, Мо Цзиньли прибыл в свой павильон лишь через несколько дней. Обнаружив прибытие Мо Цзиньли своим духовным чутьем, он немедленно приветствовал Мо Цзиньли в зале. Каждый из них занял свое место, и после обмена любезностями Мо Цзиньли раскрыл цель своего визита. Мы определились с основными стратегиями, которые будем применять в битве против дьявольской армии. Самые могущественные существа в нашей объединенной армии — это я, брат О и Сангхай из расы Якша, поэтому мы должны быть в состоянии разобраться со священными предками в дьявольской армии. Однако из-за тяжелых поражений, понесенных племенем Лиса, у них не осталось существ в стадии Великого Вознесения, поэтому нам придется подкрепить их в этой области. С вашими силами на тебя, несомненно, будет возложена важная обязанность, уважаемый Даос Хань. Эта битва также важна для нашей человеческой расы, поэтому я, естественно, более чем готов предложить свои услуги. Не стесняйтесь давать мне любые инструкции, которые у вас есть, и я сделаю все возможное, чтобы выполнить их, Хань Ли ответил с улыбкой. Твои силы уступают только нам, 3 существам стадии Великого Вознесения, поэтому ты будешь играть чрезвычайно важную роль в этой битве. Уважаемый Дао Се уже восстановил свои силы? Спросил Мо Цзиньли. Боюсь, что нет, старший. Брат Се не сможет полностью выздороветь без хотя бы полугода отдыха и восстановления сил, ответил Хань Ли. Очень жаль. Если уважаемый Даос Се сможет восстановить свою полную силу, то наши шансы на победу в этой битве увеличатся как минимум на 10%, печально вздохнул Мо Цзиньли. Силы брата Се действительно не уступают силам среднего существа стадии Великого Вознесения, но воспользоваться его услугами непросто. Если бы у меня не было каких-то особых способностей в рукаве, я бы не смог убедить его вернуться со мной, сказал Хань Ли. Я слышал о правилах, установленных уважаемым Даосом Се, но независимо от цены, это определенно хорошая сделка, чтобы иметь возможность привести его в наше духовное царство. Даже если он ничего не сделает, присутствие великой искусственной бессмертной марионетки стадии Вознесения на поле битвы будет очень устрашающей для врага, ответил Мо Цзиньли. Я, конечно, на это надеюсь, ответил Хан Ли только с кривой улыбкой. Поскольку уважаемый Даос Се не полностью выздоровел, мы не будем отправлять вас на передовую. Вот что мы сделаем. В формации 36 крайностей лесного царства есть 3 ядра.
Если какое-либо из них будет уничтожено, формация стала бы значительно менее мощной, и если бы все 3 ядра были уничтожены, то вся формация вообще рухнула бы, поэтому эти ядра чрезвычайно важны. Однако из-за их важности все 3 ядра очень сильно охраняются, так что это будут очень безопасные места. Мы с братом О решили назначить тебя в одно из этих ядер. Что ты думаешь, уважаемый Даос Хань? Предложил Мо Цзиньли. У меня нет с этим проблем, я обязательно обеспечу безопасность ядра, без колебаний ответил Хань Ли. Однако Мо Цзиньли покачал головой и сказал: если ядра будут уничтожены, это может повлиять на исход битвы, но по сравнению с этим ваша безопасность гораздо важнее для нашей человеческой расы. Если вы действительно столкнетесь с некоторыми непреодолимыми врагами, тогда отступайте и ставьте собственную безопасность превыше всего. В противном случае, если с вами что-то случится, даже победа не будет того стоить. Хань Ли слегка запнулся, услышав это, прежде чем сразу же кивнул в ответ. Спасибо, что так высоко уважаете меня, старший, я понимаю, что мне теперь нужно делать. Просто помните, что вашим главным приоритетом является обеспечение собственной безопасности, и только после этого наступает безопасность формирования. С братом Се на вашей стороне, я уверен, что вы не столкнетесь с какими-либо проблемами, если не столкнетесь с настоящим телом священного предка. Я слышал от брата О, что вам и брату Се даже удалось сражаться на равных с этим священным предком Юаньча, сказал Мо Цзиньли с улыбкой. Старший Ося слишком добр. Мы с братом Се едва смогли обеспечить самосохранение, и именно старший Ося в конце концов прогнал Юаньча, скромно ответил Хань Ли. В любом случае, вы и уважаемый Дао Се способны доминировать практически над всеми существами ниже стадии Великого Вознесения. Племя Лиса и раса Якша также пошлют несколько существ в стадии интеграции тела, чтобы защитить ядро формации вместе с вами. Уважаемый Даос О и я придерживаюсь мнения, что вас и уважаемого Даоса Се будет более чем достаточно, но эти 2 расы не знают о ваших силах, поэтому они настояли на отправке еще нескольких людей, сказал Мо Цзиньли. Хань Ли не удивился, услышав это, и спросил. Понятно, но кто будет лидером группы? Хе-хе, для таких культиваторов, как мы, тот, кто будет самым могущественным и, естественно, будет тем, кто будет командовать. Я не знаю, кого пошлют племя Лиса и раса Якша, но я уверен, что они не будут более могущественными. Тем не менее, высокопоставленные существа племени Лиса определенно будут хорошо знакомы с этой формацией, поэтому было бы разумно спросить их, если возникнут какие-либо проблемы, ответил Мо Цзиньли. Я понимаю. Когда мне нужно будет отправиться в путь? Спросил Хан Ли. С 36 резервными священными деревьями деревянного племени будет намного проще построить строй, но это все равно займет некоторое время. Самое главное, мы должны сначала заманить в строй всю дьявольскую армию. Следовательно, мы с уважаемым Даосом О отправимся с объединенной армией, чтобы выманить дьявольскую армию, а вы со второй группой отправитесь в путь, чтобы сформировать строй. Как только строй будет завершен, вы останетесь в строе вокруг ядра и будете готовиться к предстоящей битве, ответил Мо Цзиньли. Хань Ли не видел в этом никаких проблем, поэтому кивнул и дал утвердительный ответ. После этого Мо Цзиньли недолго оставался в шатре Хань Ли и быстро удалился. Полмесяца спустя все виды энергетических колебаний внезапно вспыхнули по всему городу хлопкового дерева, и полосы ослепительного света вспыхнули в воздухе со всех уровней города, сопровождаемые оглушительными грохотами. В полосах света были боевые повозки и гигантские ковчеги, а на этих летающих сокровищах собралось бесчисленное количество воинов всех рас объединенной армии. Все эти воины стояли рядами прямо на летающих сокровищах, излучая удивительную зловещую ауру. Все больше и больше этих летающих сокровищ стало вылетать из города, и вскоре все небо было скрыто за массой десятков тысяч экипажей и ковчегов. Прямо в этот момент серия оглушительных грохотов внезапно прекратилась, и весь город слегка вздрогнул, прежде чем появилось более сотни гигантских островоподобных объектов. Все эти объекты имели разные формы, представляя собой очень хаотичное зрелище. Гигантские объекты включали в себя массивные дворцы, гористые острова в форме ульев и массивные облака зеленого света. Все они также были заполнены войсками объединенной армии, и они на мгновение остановились в воздухе, прежде чем улететь из города хлопкового дерева, окруженные толпами летающих экипажей и ковчегов. Около половины элитных сил объединенной армии ушли, включая 3 существ в стадии Великого Вознесения. Они собирались объединиться с войсками, дислоцированными в других городах, чтобы сформировать грозную силу, способную по-настоящему противостоять дьявольской армии. Глава 2159. Второе ядро формации. Хань Ли не ушел с этой группой. Вместо этого он просто смотрел, как Мо Цзиньли и остальные уходят, а затем спокойно вернулся в свой шатер, чтобы продолжить совершенствование.
5 дней спустя город хлопкового дерева снова вспыхнул безумием, когда еще одно подразделение объединенной армии, состоящее в основном из существ племени леса, собралось вместе, готовясь также покинуть город. Хан Ли в этот момент медитировал на верхнем этаже своего павильона, и выражение его лица слегка изменилось, когда он открыл глаза. Вскоре после этого с лестницы послышались шаги, и вошла Чжу Гоэр с уважительным выражением лица. «Старший Хань, племя леса направило вам приглашение». «Понятно. Ты все еще слишком слаба, так что оставайся пока в городе хлопкового дерева. Как только битва закончится, я верну тебя обратно в нашу человеческую расу», — сказал Хань Ли. В голосе Хань Ли прозвучал непримиримый тон, и Чжу Гоэр немедленно опустила голову, прежде чем дать утвердительный ответ. «Да, старший». Таким образом, Хань Ли неторопливо поднялся на ноги и спустился по лестнице. Придя в зал на первом этаже, он обнаружил, что Дао Ссе сидел в углу с совершенно бесстрастным выражением лица, в то время как зеленокожий молодой человек из племени леса стоял в центре зала с тревожным выражением лица. Хань Ли сразу обнаружил, что этот молодой человек находился только на стадии зарождающейся души, при этом он лишь недавно проявил зарождающуюся душу. Как только Хань Ли прибыл, молодой человек поспешно подбежал к нему и глубоко поклонился. «Я выражаю свое почтение старшему Ханю. Меня послал сюда наш великий старейшина, чтобы пригласить вас присоединиться к нам». «Ваш великий старейшина. Разве он не отдыхает на святом дереве?» — спросил Хань Ли. Старейшина Хан временно взял на себя роль старшего старейшины, объяснил молодой человек. «Понятно, тогда иди вперед. «Пойдем, брат Се», — ответил Хань Ли, прежде чем повернуться к Даосу Се. Даос Се не ответил, но внезапно совершенно бесшумно появился позади Хань Ли как размытое пятно. Молодой человек из племени леса, естественно, был очень напуган этим, но не осмелился задавать какие-либо вопросы и поспешно вышел из комнаты. Таким образом, Хань Ли и Даос Се были выведены из павильона, где они увидели дюжину или около того гигантских лазурных облаков, парящих в воздухе. Каждая из этих облаков имела площадь более 1000 акров, и на них можно было увидеть несколько грандиозных павильонов и зданий. Кроме того, на облаках носилось множество воинов всех рас, по-видимому, перенося в облака какие-то вещи из города хлопкового дерева. Хань Ли просто бросил быстрый взгляд на ситуацию, разворачивающуюся перед его глазами, прежде чем последовать за молодым человеком к самому большому из лазурных облаков. Несколько мгновений спустя Хан Ли появился на большой платформе, построенной из желтого дерева на вершине огромного облака. В одном конце платформы находился зеленый зал высотой более 1000 футов, а у входа в зал стояло около дюжины полностью вооруженных охранников племени леса. «Старший Хань, наш заместитель великого старейшины сейчас ждет вас в зале», — осторожно объяснил молодой человек. Хань Ли взглянул на зал, прежде чем направить туда свое духовное чутье, после чего он сразу же почувствовал несколько мощных аур. Он жестом предложил молодому человеку продолжать идти вперед, и охранники перед залом пропустили их, ясно показывая, что все они знакомы с молодым человеком. Однако они почувствовали непостижимое духовное давление, исходящее от тела Хань Ли, когда он проходил мимо них, и в их деревянное выражение лиц прокрался намек на страх. Некоторые из них даже неосознанно поклонились и опустили головы, когда Хань Ли проходил мимо них. Несмотря на то, что они принадлежали к разным расам, уважение к силе было чем-то универсальным во всем царстве духов. Прямо в этот момент Хань Ли внезапно сказал что-то Даосу Се посредством голосовой передачи, и Даос Се немедленно остановился как вкопанный, прежде чем направиться к одной стороне входа в зал. Охранники племени леса были весьма удивлены, увидев это, но не осмелились задавать какие-либо вопросы. Тем временем Хань Ли последовал за молодым человеком через коридор и вошел в зал, прежде чем небрежно осмотреть окрестности, после чего он обнаружил, что в зале, размер которого составлял несколько сотен футов, было всего 3 человека. На главном сиденье сидел пожилой мужчина с фиолетовыми волосами из племени леса. Это был худощавый культиватор поздней стадии интеграции тела, носивший комплект зеленой мантии и золотой и серебряный пояс вокруг талии. По обе стороны от пожилого мужчины сидели здоровенный мужчина в серебряных доспехах из племени леса и высокая и гибкая молодая женщина в черном. Оба находились на средней стадии интеграции тела. Крепкий мужчина был очень внушительным и значительно выше среднего представителя лесного племени. На лбу у него было несколько глубоких морщин, а глаза были совершенно деревянными и бездушными. Что касается молодой женщины, то на вид ей было около 18 лет с парой коротких черных рогов на голове. Она была довольно красива, но сейчас у нее было холодное выражение лица. Все трое сразу замолчали и повернулись к Хань Ли, когда он прибыл. Убедившись, что Хань Ли действительно находится на поздней стадии интеграции тела, на лице пожилого мужчины появилась широкая улыбка, и он встал, прежде чем сжать кулак в приветствии. «Брат Хань, я много слышал о тебе от старшего Мо. Нашему племени леса очень повезло, что ты на нашей стороне. Приветствую, уважаемый Даос Хань, меня зовут Цао Цзи. Итак, вы Хань Ли.
Как и ожидалось, вы, кажется, гораздо более могущественны, чем я и мой Калигдас Цао. Я Фэй Сиоси из расы Якша. Обнаружив базу совершенствования Хань Ли, два других существа в комнате также встали и отдали честь. «Извините, что заставил вас ждать, коллеги даосы», — ответил Хань Ли, отдавая честь в ответ. «Пожалуйста, присядьте, брат Хань. В настоящее время мы обсуждаем защиту ядроформации. Уважаемый даос Цао и Фея Фэй объединятся с вами, чтобы защитить то же ядро формации», — сказал пожилой мужчина с улыбкой. Что касается молодого человека, то он уже почтительно пятился из зала. «С помощью уважаемого даоса Цао и Феи Фэй я буду лучше подготовлен для защиты ядроформирования», — ответил Хань Ли, явно уже обращаясь с Цао Цзи и Фэй Сиоси как со своими подчиненными. Его база совершенствования превосходила их, поэтому ему не было необходимости быть чрезмерно вежливым. В противном случае это может привести их к мысли, что они могут бросить вызов его авторитету. Цао Цзи не отреагировал на это, но выражение лица Фэй Сиоси слегка изменилось, и она холодно хмыкнула. «Ха-ха, с вашими силами я уверен, что ядро формации будет в безопасности. Однако, помимо защиты ядра формации от дьявольских атак, вам троим предстоит выполнить еще одну важную задачу», — сказал пожилой мужчина. «Еще одно важное задание. Почему я не услышала об этом от нашего великого старейшины? Ты добавил это задание по прихоти?» — спросила Фэй Сиоси, слегка нахмурив брови от неудовольствия. «Конечно, нет. Важная задача, о которой я говорю, это то, что уважаемому даосу Цао придется выполнить. Вы и уважаемый даос Хань по-прежнему будете нести ответственность только за защиту ядра формации», — объяснил пожилой мужчина. «А не могли бы вы уточнить, в чем именно состоит эта задача?» — спросил Хань Ли заинтригованным голосом. «Из-за сложности формирования нашей объединенной армии, скорее всего, придется позаимствовать некоторую мощь у 3 ядер формирования. Когда это время придет, людям, находящимся в 3 ядрах, придется сотрудничать с объединенной армией. Я уже проинформировал Цао Цзи, как это сделать, но ему потребуется ваша защита, пока он активирует силу ядра формации», — сказал пожилой мужчина. «Понятно, это не проблема. Формирование было создано вашей расой в первую очередь, поэтому только уважаемый даос Цао может управлять им», — ответил Хань Ли с беспечной улыбкой. «У меня тоже нет возражений против этого», — вмешалась Фэй Сиоси, кивнув. «Отлично. Я знал, что вы двое будете готовы оказать Цао Цзи свою помощь. Как только формирование будет создано, второе ядро формирования останется вам троим», — сказал пожилой мужчина, вставая на ноги и протягивая руку в приветствии трио Хань Ли. Троица Хань Ли, естественно, также встали и ответили приветствием. «Будьте уверены, старейшина Хан, мы обязательно сделаем все возможное». После этого старейшина Хан сообщил им о некоторых других вопросах, требующих их внимания, а затем дал каждому из них нефритовый листок, внутри которого содержались некоторые из различных форм, которые могла принять формация. Если враги доберутся до ядра их формации, они смогут использовать силу ограничения, чтобы противостоять им. Затем старейшина Хан призвал 3 существ из племени Лиса, чтобы организовать место для проживания троицы Хань Ли в зданиях на гигантском облаке. В конце концов, впереди еще было довольно долгое путешествие, и прежде чем прибыть в пункт назначения, Хань Ли и остальным, естественно, пришлось привести себя в наилучшую возможную форму. Они расположились в новых местах проживания и занялись своими делами. Кто-то обдумывал предстоящее сражение, кто-то перебирал магические сокровища и сортировал заклинания. Хань Ли просто сел, скрестив ноги, и погрузился в неглубокую медитацию. Но полдня спустя в воздухе снова раздался грохот. И тогда около дюжины гигантских облаков также покинули город хлопкового дерева в сопровождении 1000 летающих экипажей и боевых ковчегов, направляясь прямо к территории, захваченной дьявольской армией. Глава 2160. Завершение формирования. Более полумесяца спустя Хань Ли бесстрастно стоял на вершине пагоды на гигантском лазурном облаке, глядя вниз на пышный горный хребет. Фэй Сиоси и Цао Цзи стояли немного позади него по обе стороны и тоже опустили глаза вниз. Если не считать более сотни летающих экипажей и боевых ковчегов, патрулирующих близлежащую территорию, других гигантских облаков нигде не было видно. Горный хребет был не очень большим и имел радиус всего менее сотни километров, но через него проходило бесчисленное количество гуманоидных фигур, когда одна высокая платформа за другой поднималась из земли. Все эти каменные платформы были разной высоты с выгравированными на них серебряными духовными узорами, а повсюду на них были расположены зеленые флаги, мерцающие слабым духовным светом. Однако при ближайшем рассмотрении можно было обнаружить, что все эти платформы возвышались над несколькими жилами духов в горном хребте. В центре гор находилась долина, внутри которой быстро росло гигантское дерево со скоростью, заметной невооруженным глазом. С каждым мгновением оно вырастало примерно на фут и уже было практически таким же высоким, как горы вокруг него.
На земле вокруг гигантского дерева находилось зеленое образование площадью около 100 акров, и внутри него сидело более 100 существ из племени лиса. Все они находились на стадии зарождения души или выше, и все они закрывали глаза, делая различные ручные печати. Все каменные платформы были соединены вокруг долины, в результате чего вся ци мирового происхождения во всем горном хребте в безумии сходилась к долине, образуя серию чрезвычайно ярких пятицветных радуг в близлежащем воздухе. На расстоянии около 100 тысяч километров находилось несколько небольших горных хребтов, где в малозаметных местах также быстро росли массивные деревья, а рядом с ними также возводилось бесчисленное количество высоких платформ. Если бы кто-то посмотрел вниз с большой высоты, то обнаружил бы, что существует 36 таких образований, которые были созданы на территории радиусом около 500 тысяч километров. Несмотря на то, что они еще не все были завершены, они были расположены в чрезвычайно сложной конфигурации, образуя суперформацию, представляющую захватывающее зрелище. В этот момент вся ци мирового происхождения внутри суперформации уже была активирована, и в воздухе начали появляться все типы энергетических колебаний, наполняя всю область ощущением угрозы и опасности. Стоя на вершине лазурного облака, Хань Ли внезапно сказал: «При таких темпах ядро формации будет завершено через несколько дней. Как только оно будет завершено, мы спустим этот остров лазурного света в ядро формации и активируем все защитные ограничения. И тогда мы сможем занять полностью оборонительную позицию». Фэй Сиоси бросила взгляд на Хань Ли, прежде чем ответить слегка холодным голосом: «У меня нет возражений против этого». Однако довольно удивительно, что формирование формации занимает так много времени. Я слышала, что прогресс в другом ядре формации даже медленнее, чем у нас. Это не будет проблемой, не так ли? Согласно информации, которую я получил вчера, битва между Объединенной армией и Дьявольской армией только началась, и они пытаются заманить Дьявольскую армию в наш строй. По крайней мере, это займет у Дьявольской армии более 10 дней. Чтобы добраться сюда, и к тому времени формирование определенно будет уже готово. Меня беспокоит, будет ли формирование на самом деле достаточно мощным, чтобы нанести Дьявольской армии тяжелый удар, ответил Хань Ли. Будьте уверены, коллеги даосы, даже без использования резервных святых деревьев, формация 36 крайностей лесного царства обладает непостижимой силой. Теперь, когда используется 36 священных деревьев, даже существо на стадии Великого Вознесения будет изо всех сил пытаться вырваться из формации. Что касается обычных дьявольских существ, у них нет шансов перед лицом силы формации, успокоил Цао Цзи с уверенной улыбкой. Я уверен, что 36 резервных святых деревьев значительно усилят мощь формации, но в то же время над дьявольской армией не стоит смеяться. В частности, все священные предки обладают огромной силой и множеством клонов. «Со всем этим будет очень трудно справиться», — сказал Хань Ли. «Священные предки действительно могущественны, но великие старейшины будут нести ответственность за борьбу с ними, так о чем нам беспокоиться», — возразила Фэй Сиоси. Хехе, старший Санг и другие, возможно, смогут удержать истинное тело священных предков, но они, скорее всего, не смогут справиться с клонами. Эти клоны, скорее всего, будут использованы дьявольской армией, чтобы сломать ядра формации, ответил Хань Ли с улыбкой. Клоны священных предков. Выражения лиц Цао Цзи и Фэй Сиоси слегка изменились, когда они услышали это. «Вы двое пересекались в прошлом с клонами священных предков?» — спросил Хань Ли, и в его глазах появилось многозначительное выражение. На лице Цао Цзи появился намек на ненависть, когда он ответил: «Однажды я встретил клона священного предка с другим даосом примерно той же базы совершенствования, что и я. И этот уважаемый даос погиб во время битвы, а мне удалось сбежать с тяжелыми травмами. Я лично не сталкивалась с клоном священного предка, но многие из моих близких погибли от их рук. Если их отправят в ядро нашей формации, я обязательно дам им попробовать их собственное лекарство», Фэй Сиоси тоже сказала с холодным выражением лица. «Фея Фэй, если бы ты сама столкнулась с клоном священного предка, то я бы посоветовал тебе развернуться и бежать. В противном случае ты только пожертвуешь собой напрасно», посоветовал Цао Цзи с кривой улыбкой. Однако Фэй Сиоси лишь пренебрежительно хмыкнула, явно не собираясь прислушиваться к совету Цао Цзи. «Не нужно беспокоиться, уважаемый даос Цао. Если эта формация действительно настолько сильна, как вы говорите, тогда мы сможем бороться с этими клонами священных предков, используя силу формации. Конечно, если их слишком много придет сюда, тогда нам придется подумать о другом способе», сказал Хань Ли спокойным голосом. «Подумать о другом способе. Ты подготовил какой-нибудь козырь, уважаемый даос Хань?» Спросил Цао Цзи, и его глаза загорелись, и Фэй Сиоси тоже была озадачена, услышав это. «Я действительно сделал кое-какие приготовления, но не могу гарантировать, что они будут эффективными», небрежно ответил Хань Ли. «Понятно. Это большое облегчение, что ты заранее подготовился, брат Хань», сказал Цао Цзи, и выражение его лица слегка смягчилось. Похоже,
ты хорошо знаком с клонами священного предка, уважаемый Даос Хань? Ты тоже сталкивался с некоторыми из них в прошлом?» Внезапно спросила Фэй Сиоси. «Я действительно несколько раз сталкивался с такими клонами», — спокойно ответил Хань Ли. «Как ты справился с ними?» «Я слышала, что они гораздо мощнее, чем среднестатистические существа поздней стадии интеграции тела», — спросила Фэй Сиоси. «Я убил нескольких, но однажды некоторые из них заставили меня бежать больше года подряд», — ответил Хань Ли беспечным голосом, но и Цао Цзи, и Фэй Сиоси были удивлены, услышав это. «Ты раньше убивал клонов священных предков. А я понимаю, ты, должно быть, убивал этих клонов с помощью армии твоей человеческой расы, верно?» Цао Цзи быстро пришел к выводу, который считал разумным, и Фэй Сиоси тоже прозрела, услышав это. Действительно, с учетом способности Хань Ли на поздней стадии интеграции тела, для него было возможным убить клона священного предка с помощью армии. Вместо того, чтобы ответить на вопрос Цао Цзи, Хань Ли усмехнулся с уверенной улыбкой. «Хе-хе, теперь все это в прошлом. Если несколько клонов священного предка прибудут в наше ядро формации, то все, что вам нужно сделать, это сдержать одного из клонов. Остальное предоставь мне. В таком случае я буду рассчитывать на тебя, брат Хань». Цао Цзи все еще чувствовал себя несколько сбитым с толку, но в его голосе бессознательно прокрался уважительный тон, и он явно уступал роль лидера Хань Ли. В конце концов, то, что Хань Ли убил клонов священных предков в прошлом, было чрезвычайно выдающимся подвигом, даже если это было сделано с помощью человеческой армии. Фэй Сиоси некоторое время колебалась, прежде чем, наконец, ответить легким поклоном. «Если у тебя есть способ справиться с другими клонами священных предков, то я также готова следовать твоим инструкциям». «Хорошо, я обязательно отплачу вам за доверие, коллеги Даосы», — сказал Хань Ли с улыбкой. Таким образом, Хань Ли официально взял на себя роль лидера второго ядра формирования. В течение следующих нескольких дней троица Хань Ли по очереди наблюдала за завершением формирования ядра формации. 5 дней спустя второе ядро формации было наконец завершено, и все стражи и мастера формации племени Лиса собрались в гигантском лазурном облаке. Под контролем Хань Ли лазурное облако спустилось сверху и приземлилось прямо возле долины, где находилось гигантское дерево. В то же время вся ци мирового происхождения вокруг массивного дерева была взволнована, когда бесчисленные зеленые точки света в безумии вырвались из воздуха, а затем исчезли во всем горном хребте. Раздалась череда грохочущих взрывов, когда все флаги строя на высоких платформах сильно задрожали, после чего в воздухе появилась серия световых барьеров. Сразу после этого вспышки зеленой ци хлынули из всех частей горного хребта, мгновенно затопив горный хребет целиком. Все защитные ограничения во втором ядре формации были активированы в этот момент, и не было бы никакого шанса на побег даже для культиватора средней стадии интеграции тела, если бы они вошли в ядро формации. Полмесяца спустя вся формация 36 крайностей Лесного царства была наконец завершена, устроив смертельную ловушку огромных размеров для дьявольской армии.